Лаос часто называют коммунистической страной, и номинально это верно. Здесь однопартийная система и сильный государственный контроль. Но самое неожиданное начинается, когда выходишь на улицу. Вокруг храмы, монахи, подношения, буддийские праздники. И кажется, что религия буквально прошита в быт. В этом и парадокс Лаоса. Буддизм здесь часть культурного кода и повседневной реальности. При этом он существует не отдельно от политики, а внутри правил, которые задает государство. И вот с этим ощущением страны, где монастыри и логика партийной дисциплины сосуществуют бок о бок, я и начинаю это путешествие. Привет, друзья! Я прилетел в потрясающую страну, которая называется Лаос, в ее столицу Вьентьян. И вот позади меня потрясающий маленький и очень скромный аэропорт главной страны. И мы начнем отсюда свое путешествие. Тут достаточно тепло, светит солнышко, тучек абсолютно нет, никаких облаков. И единственная проблема, нужно найти, как добраться до отеля, потому что тут нет никаких служб такси. И скажу по поводу форм, которые нужно заполнять, когда вы прилетаете. Их две. Одна форма на въезд и вторая на выезд. То есть вам нужно заполнить обязательно две формы, если вы хотите посетить эту страну. Я такое впервые вижу. Обычно есть entry form, но для выезда это что-то новенькое. Так что давайте исследовать вместе эту замечательную страну. Друзья, я заселился уже в мой отель. Ну не мой, просто заселился. Здесь у нас ванная комната. Так, все очень прилично, красиво. Здесь у нас комната. Кровать большая, стол, диван, картины и вид на город. Река с другой стороны, кстати. В Лаосе доминирующей религией является буддизм. И по данным переписи 2015 года, буддистами себя называют 64,7% жителей, христианами 1,7%, а 31,4% указали «нет религии». При этом по оценкам международных мониторингов, гражданские свободы и свобода выражения здесь сильно ограничены. Freedom House относит Лаос к Not Free и дает 13 баллов из 100. А в отчетах по правам человека отдельно подчеркивают, что формальные гарантии существуют, но на практике государство жестко контролирует публичную сферу. Это заметно и по медиа. В индексе свободы прессы за 2025 год Лаос занимает 150 место из 180. Если смотреть на развитие, то по данным UNDP индекс человеческого развития Лаоса 0,620. Это 139 место из 193, что входит в категорию наименее развитых стран ООН. Друзья, расскажу вам немножко про лаосские деньги. Значит, они называются лаосский кип. И самая большая купюра это 100 тысяч лаосских кипов. Вот так выглядит. И это примерно 4 евро. То есть 1 евро это 25 тысяч вот таких кип или кипов. Не знаю, как правильно. Вот. И на всех купюрах, вот, например, сейчас вам покажу другой номинал. Вот есть у нас 20 тысяч. Так, у нас есть вот, что это, 5000, и вы можете увидеть, что везде один и тот же человек. Это Кайсон Фомвихан, это лидер бывший Лаоса и ключевой руководитель страны. Умер в 92 году. Ну и деньги выглядят симпатично, просто что такой большой номинал, и когда вы меняете евро или доллары, то вы сразу становитесь миллионерами, и у вас автоматически появляется много денег.
Друзья, пройти буквально пару метров от моего отеля, и уже здесь река Меконг и Таиланд. То есть она является такой природной границей между двумя странами. И здесь также находится чуть дальше ночной рынок. К сожалению, большинство достопримечательностей в столице закрываются после 5, поэтому нам много не остается, и мы пойдем на ночной рынок. Я заказал себе традиционное лаосское блюдо, которое называется лапдак. Это утка, которая готовится с лаймом и всякими приправами острыми. Также здесь обязательно характерно это мята. И снизу вот банановый лист, и тут огурчики. Обычно, конечно же, это подается с традиционным липким рисом, но я не заказывал его просто потому, что не хотел. Вот. И оно достаточно популярно здесь, и я сейчас его попробую. Значит, мне дали вот такую ложечку. Ну, как я и сказал, тут чувствуется кислота и острота. И, естественно же, утка, которая приготовлена правильно. И это все на самом деле очень аппетитно выглядит. Конечно же, камера не передаст, как оно выглядит, но я буду сейчас есть это дальше. Позади меня главный буддийский храм Лаоса. Это такая огромная золотая ступа высотой около 45 метров. И она является таким символом Лаоса, который встречается на открытках, почтовых марках. И вообще, если вы ищете информацию про Лаос, то вы обязательно увидите вот этот монумент. Это такой храмовый комплекс, он огражден забором. Посмотрите, насколько красиво она отражается на солнце, и все блестит, и выглядит это, конечно, очень органично. Зеленая травка и такая большая золотая ступа. Ну и оно классно подсвечивается вечером. Вот здесь находятся вот такие прожекторы, и оно подсвечивается, когда наступает темнота. И здесь также находятся всяческие экспонаты, которые нельзя трогать. Друзья, а это у нас Лаосская триумфальная арка, часто ассоциируется с французской Арк де Триумф. И она была возведена в честь борьбы и победы Лаоса за независимость от Франции. Примерно с 57 по 68 год строилась. И она характерна такими традиционными лаосскими барельефами, всяческими узорами. И на нее можно подняться туда наверх. И тут расположена также вот такая площадь с, естественно, социалистической символикой. Подняться сюда можно по ступенькам только, никаких лифтов не предусмотрено. Но тут несколько этажей, не так высоко. Кстати, лучше всего сюда приходить на закате, когда солнце заливает весь город и открываются отличные виды. Можно подняться туда еще выше, там где китайцы разговаривают. Мы сейчас туда поднимемся
Ну и все сделано из железобетона просто, с лепниной. Вот такой. Это Коп-визитор-центр. Это такой небольшой музей, который посвящен проблеме неразорвавшихся боеприпасов в Лаосе. И тут рассказываются истории и показываются жизни обычных людей, которые страдают до сих пор от этой проблемы, потому что Лаос является одним из самых загрязненных минами стран в мире. Поэтому давайте смотреть, что тут есть. Ну и тут у нас примеры вот таких мин всяческих. Вот там инвалидные коляски показывают проблему людей, которые вступают на эти мины. И как их находят тут, ну и помогают людям. Вход сюда бесплатный, но рекомендуется, конечно, оставить какой-то донат, чтобы помочь и музею, и центру помощи людям с такими проблемами. Ну и видите, вот здесь колясочки даже маленькие для детей, вот такие устройства всяческие, чтобы передвигаться. Я отправляюсь в Луанг-Прабанг и нахожусь сейчас на железнодорожном вокзале столицы. И тут вокзал, конечно, китайцы построили больше, чем аэропорт. Огромный просто, очень большой. Но проблема в том, что он находится далеко. И это ехать где-то минут 30-40 на него. И нам ехать 2:20 на поезде. И это самый удобный и быстрый путь добраться в этот город. Тут, кстати, очень современный поезд. Посмотрите, тут отдельно рукомойнички. У нас вот отсек для багажа. Есть туалет и вот такие места. Железная дорога Лаос-Китай достаточно спорный проект, потому что она построена в долг и контролируется не Лаосом. Линией Батэн-Вьетьян протяженностью около 422 километров управляет компания Lao China Railway, где 70% принадлежит консорциуму китайских госкомпаний, а 30% лаосской госструктуре. Стоимость проекта в международной аналитике оценивают около 5,9 миллиарда долларов, а модель финансирования описывают как значительная доля заемных средств, в том числе через китайский Эксимбанк. Опасность для Лаоса в том, что даже если часть долга формально на компании, у страны в условиях долгового стресса это легко превращается в риск для бюджета через условные обязательства. Если доходы дороги окажутся ниже ожиданий, государству нередко приходится поддерживать проект гарантиями, реструктуризациями или прямой помощью. На земле это сопровождалось социальными проблемами. Есть задокументированные кейсы переселения и многолетних споров о компенсациях для семей, потерявших землю из-за проекта. В итоге выгоды для Китая выглядят более прямыми и управляемыми. Коридор на юг, влияние через контроль 70% и контракты. Друзья, я уже приехал в Луанг-Прабанг, и, конечно же, это намного более туристический город, чем Вьетьян, столица Лаоса. И мы будем исследовать сегодня этот город. Я вам покажу некоторые достопримечательности, и, конечно же, тут ощущается уже множество все-таки туристов, особенно французов и китайцев. Французов, потому что это была французская колония когда-то. И что еще можно отметить, что тут, конечно, очень дешево. И вот я, например, взял сок
манго. И он стоил чуть больше евро, где-то евро 10. Ну и, конечно, в Луанг-Прабанге сохранилось множество зданий вот таких колониальной архитектуры, как это, например. Друзья, я сейчас отправляюсь на прогулку по Меконгу. Она займет 2 часа и будет на вот такой потрясающей лодочке, как вы видите, корабль. И вот, собственно говоря, сама река. Друзья, значит, я уже нахожусь на этом потрясающем судне. Мы встречаем закат. Потрясающе выглядит, конечно, Меконг на закате. И я рекомендую обязательно посетить эту экскурсию и плавать по Меконгу. В 30 минутах или 40 езды от Луанг-Прабанга находится вот такая сеть водопадов. И вы сюда можете доехать на такси или взять экскурсию. Но такси будет дешевле. И эти водопады достаточно известны. И они такого красивого бирюзового цвета. Поэтому это место, если вы уже находитесь в Луанг-Прабанге, однозначно стоит посетить. Друзья, значит, вход на эти водопады стоит 60 тысяч кип для иностранцев, вот такой вот билет. И можно доехать на электрокарах, вон там электрокары, машинки такие. И хочу сказать, что лучше всего приезжать пораньше, потому что приезжают толпы туристов, и если вы будете первыми, вы сможете спокойно сфотографировать все. А это у нас главный водопад, и как вы видите, здесь уже людей много, и нужно подождать своей очереди, чтобы сфотографироваться. Но водопад, конечно, красивый. И видно, что там известняковая порода, то есть вот такие образования есть.
Друзья, я приехал на следующую достопримечательность, которая находится в 2 часах езды от водопада, совершенно в другой стране. И это пещеры, которые доступны только если вы будете плыть на такой лодочке вон там. И мы туда поплывем. Смотрите, какие красивые вот скалы. Second cave or the upper cave. Значит, билет стоит 30 тысяч кип, и нужно немножко подняться по ступенькам, чтобы войти в пещеру. Друзья, ну и обязательно после посещения храма нужно попробовать вот такие спиртные напитки, настойки. Вот, пожалуйста, это у нас вот такая змея. Дальше у нас вот такая вот ящерица. Значит, тут какая-то сороконожка, не знаю, что это такое, какое-то большое страшное. Вот. И обязательно вот скорпион. Так что, если вы любите вот такие вот необычные настойки, пожалуйста, приезжайте вот в Лаос сюда и пробуйте. Друзья, в самом городе Луанг Прабанг не так много достопримечательностей, но, например, одна из них это вот такой холм, на который можно подняться. Вход стоит всего лишь 30 тысяч кип и лицезреть такой вид на сам город и на музей и храм внизу. Ну и тут также расположены вот такие небольшие храмы. Несмотря на всю противоречивость государственной системы, сложные социальные вопросы и то, как здесь переплетаются традиции и религии, Лаос оставляет очень цельное впечатление. У этой страны особый ритм, спокойный, внимательный, иногда непростой, но по-настоящему живой. Лаос интересен сразу в 2 измерениях. Культурно, потому что здесь чувствуется микс влияний, местные традиции, соседние цивилизации и колониальное наследие, которое до сих пор читается в архитектуре, кухне и деталях быта. Природно, потому что здесь потрясающие ландшафты, реки, горы, джунгли, долины. И, пожалуй, главное, Лаос не пытается понравиться. Он не работает на туриста, не кричит, не продает себя. Поэтому, когда ты начинаешь его понимать, он раскрывается очень честно, через людей, через тишину, через простые вещи, которые неожиданно запоминаются сильнее всего. Так что да, при всех нюансах и сложностях это очень интересное место. И культурно, и природно. Именно сочетание культур и следы колониальной эпохи сделали Лаос особенным. И, безусловно, его стоит посетить. Если вам близок такой формат путешествий и рассказов, ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи в новой стране!